Беру любые макароны и превращаю их во вкусное блюдо, которое готовится за считанные минуты. Это отличное решение на каждый день. Более того, конкретно под эти рецепты макароны отваривать совсем не обязательно. Просто в очередной раз, готовя макароны для обеда или ужина, я отвариваю их с запасом и на следующий день готовлю сытные салаты. Список ингредиентов для каждого из рецептов продублирован в описании под роликом. Кому-то салат, а кому-то нормальный такой обед или ужин. Салат с пастой, макаронами, называйте как хотите, это шикарнейшее ежедневное блюдо. Можно по-быстрому отварить порцию специально для приготовления этого блюда или вкусно использовать остатки. Что ж, поехали готовить. Меня зовут Галина Артеменко и вы на канале Жизнь вкусная. Так как снимаю все рецепты в один день, готовлю макароны специально. Отвариваю в подсоленной воде, добавив ложку масла, чтобы при остывании макароны не слиплись. Я взяла разные виды для разнообразия, подойдет любая форма. Я беру пасту из твердых сортов, она не разваривается и остается упругой. Приступаю к салату «Цезарь» с макаронами. Сперва подготовлю куриное филе. Его я просто обжариваю на среднесильном огне с добавлением ложки масла. Готовлю по 4-5 минут с каждой стороны до приятной румяности, после чего заворачиваю в фольгу и даю остыть. В фольге мясо дойдет, но при этом останется сочным и нежным. Нередко я делаю это заранее и готовлю сразу несколько филе. Храню затем в холодильнике и собираю блюдо за считанные минуты. Салат нарезаю крупно. У меня айсберг, он очень хрустящий и упругий. По желанию берите ту салатную зелень, которая есть у вас. Готовлю заправку. Кстати, заправки тоже люблю готовить с небольшим запасом, чтобы сделать работу раз, а готовить с ними потом еще. Итак, сперва натираю на мелкой терке сыр. В густой йогурт 10% вливаю растительное масло. Вместо йогурта можно взять нежирную сметану. Вливаю лимонный сок, добавляю натертый сыр. Добавляю соль, перец, травы итальянской кухни и сушеный чеснок. Перемешиваю и заправка готова. Салат всыпаю в глубокую миску. К нему всыпаю уже остывшие макароны, добавляю 2 щедрые чайные ложки заправки и деликатно перемешиваю, чтобы не сильно помять зелень. Салат можно сервировать как на одного, это будет щедрая, сытная, полноценная порция, или же разделить на 2 порции, если запланировано еще какое-то блюдо. Отправляю в тарелку для подачи заправленный салат с макаронами. Куриное филе режу тонкими пластинами. Если порция на одного, хватит половинки филе. Если делаю на двоих, использую все филе. Выкладываю филе в салат. Перед смешиванием я отложила немного макарон, чтобы финальное блюдо было более эстетичным на видео. Очищаю от скорлупы и разрезаю надвое яйца. Яйца я отвариваю в мешочек. Мне нравится, когда желток остается нежным. Можно отварить и вкрутую. Кстати, напомню, что на моем канале есть видео, в котором я готовлю настоящую итальянскую домашнюю пасту с нуля. Ссылку на рецепт оставлю в описании под роликом. Отправляю яйца в салат. На одну сытную большую порцию оба яйца идут в одну тарелку. Если делю на 2 порции, выкладываю по 2 половинки каждому. Теперь при помощи ножа экономки делаю слайсы из сыра. Смотрятся они очень красиво. Раскладываю сыр поверх салата и для контраста еще немного присыпаю готовый салат черным перцем. Второй на очереди сытный салат со свеклой. Для него я заранее запекаю в духовке свеклу, обернув ее в фольгу. Опять-таки, как и с филе, я часто готовлю несколько за раз, чтобы затем использовать в блюдах. Запекаю при 180 градусах до мягкости. В зависимости от размера свеклы это может быть 30 минут, 50 минут, час. Ориентируйтесь по ситуации. Заранее отвариваю куриное филе в подсоленной воде, добавив лавровый лист. Опускаю филе в кипящую воду и варю на небольшом огне в течение 20 минут, после чего огонь выключаю и даю филе остыть в бульоне. Если варю филе непосредственно перед приготовлением салата, варю 30 минут и сразу достаю из бульона, чтобы оно остыло. В миску для смешивания отправляю промытую и просушенную зелень, туда же уже отваренные макароны. Разделяю на волокна куриное филе и отправляю его в миску к салату.
Готовлю заправку. В банку вливаю мед, яблочный уксус и растительное масло. Добавляю горчицу, приправляю солью, перцем, плотно закрываю банку крышкой и интенсивно встряхиваю ее, пока заправка не превратится в однородную эмульсию. На моем канале есть 2 видео с рецептами самых разных заправок для салатов. Там целых 12 рецептов на все случаи жизни. Ссылки оставлю в описании. Вливаю примерно половину заправки в салат и деликатно перемешиваю его. Выкладываю в тарелку для подачи, сервирую на 2 порции. Очищаю и нарезаю крупными кубиками запеченную свеклу. Раскладываю кубики свеклы поверх салата, еще немного заправки сверху и салат готов. Третий салат нельзя назвать самым живописным и эстетичным, но он невероятно классный по вкусу. Насыщенный, пикантный, попробуйте обязательно. Итак, отправляю в глубокую миску сардину и вилкой разделяю ее на небольшие кусочки. На моем канале есть отличный и простой рецепт домашних рыбных консервов, ссылку оставлю. К рыбе отправляю отваренные ранее макароны. Приступаю к нарезке овощей. Огурцы режу кружочками, помидор и перец небольшими кусочками. Овощи отправляю в миску к рыбе и макаронам. Готовлю заправку. Натираю на терке цедру лимона. Разрезаю его надвое и выжимаю сок через сито, так как лимончик у меня костлявый. В банку отправляю мед. Вливаю лимонный сок и растительное масло. Добавляю горчицу, соль и перец. Всыпаю орегано и сушеный чеснок. Отправляю в банку лимонную цедру, плотно закрываю и интенсивно встряхиваю, пока заправка не становится однородной. Вливаю половину заправки в салат и перемешиваю. Вторую половину заправки использую для другого блюда. Она может спокойно храниться в холодильнике 2 недели, а то и дольше. Теперь время черного хлеба. Это настоящая изюминка салата. Хлеб подсушиваю в тостере или на сухой сковороде, затем разламываю и измельчаю в крошку. Салат сервирую на 2 тарелки и щедро присыпаю каждую порцию крошкой из черного хлеба. В завершение рублю свежий укроп и посыпаю салат им. Ставьте лайк под этим роликом, если он вам понравился, оставляйте свои комментарии, пишите, какой из рецептов понравился вам больше всего и какой реализуете в ближайшее время. Меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь Вкусная, подписывайтесь, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик и самые вкусные рецепты мимо вас не пройдут.